Тогда на счет 3 найди в эфирном пространстве свое эфирное тело. Вика. 1, 2, 3. Вижу какая-то черная пелена. Так. И вижу там за этой пеленой я что-то как бы развязываю какую-то толстую веревку. Угу. Так, надо почистить пространство. Так, давай, Вика, почистим пространство. На счет 3 наше рабочее пространство очистится от всех эфирных ловушек, зеркал, кривых зеркал, искажений, от морока, от всех защит на снятие магии колдовства, от всех иллюзий. И ты будешь считывать только истинную и правдивую информацию. 1, 2, 3. Так, включаю свет. Угу. Так, сейчас считай свое эфирное ДНК, ты ли это? Да, я вижу, что я стою как будто бы на какой-то горе. Она вот так вот, таким треугольником, как пирамида под ногами. С сектора интерферентов, сектор магии, есть такая, как жила, толстая, как этот самый, как газопровод дружба. И он вот так рассечен по центру. И держится только на такой штучке маленькой. Вот так вот открыт. Так. Спроси сейчас, Вика, у себя разрешение на работу с тобой для тебя. Да, разрешаю. Хорошо. Так. Может, мы в сеансе, помнишь, у нас был этот сеанс, может, мы что-то не закрыли, какой-то портал, что-то не сделали. Считай информацию, что это за газопровод такой, что это за жила. Я вижу, что это имеет отношение к моей левой ноге. Там на левой ноге такое у меня как этот, как аппарат Елизарова. Угу. И я как будто бы вот такой, что я вот, мешает мне это. Я правой рукой держусь. Знаешь, как вот это хочется, когда там этот, судорога? Да. Вот как-то вот так вот. Угу. Так, тогда давай сейчас посмотрим, когда у тебя на левой ноге этот аппарат Елизарова появился впервые. Найди этот момент. Я вижу этот памятник Минину и Пожарскому. Тот, что я тебе говорила, что мне... Угу. Вот эта рука, там один человек, а один вот этот, который от меня вот так вот как бы слева, у него вот так рука черная вся поднята вверх. И я хочу посмотреть, кто там. И я вижу, что это какой-то человек, а второго там, который в реальном памятнике, нет. И я вижу, что вот этот человек, который вот стоит, он руку как бы к первоисточнику, от него такая черная подключка в секторе интерферентов. И он вот так руку поднимает. А рядом с ним вот кто-то лежит, как разоплощенный кто-то, или как умерший. Вот так видно, вот так вот. Видно, как, знаешь, как Иисуса рисует, он такой лежит. Вот там кто-то такой лежит, а ног нету. Угу. Он без ног. То есть вот только как туловище, руки и такая безвольная голова. Так. Считай сейчас информацию, кто это лежит. Как он считывается? Я сразу услышала Петр. Так. Петр. Батько. Батько. Патер. Ага. Считывается как паттерн. То есть как будто такое идет как растиражирование. Так. То есть Петр это как будто не имя, а как будто
какой-то паттерн. Оно слышится вот так, как, по-моему, в французском pattern, а в английском father. И в русском папа, папаша. Вот это, но оно идет какое-то как растиражирование, как паттерн, как повторение. Мгм. Так. Ну, может, как говорят, паттерн поведения, знаешь, какой-то Да, определенный. да, 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 вот с этим оно связано. То есть какой-то завязан механизм. Так, я хочу Так. посмотреть, кому это, кто это. Я его спрашиваю. У него вот глаза, от его глаз так идет в нижний портал. Такие черные эти самые. Мгм. И когда он поднимает голову, то у него вот эти палки в глазах такие вот. Вот так я говорю, чтобы он назвал имя свое. Мгм. Савелий, Савелий? да. Так. Сава, я Мгм. Сава Савелий. Так. А Ясно. имеет отношение как-то, или слава. Вот Савелий, слава. Вот по-английски, английскими вот так слава, Л, такое огромное, слава, как, ну, как Мгм. Славик, слава приходит почему-то Так. Евгений. Имеется в виду Евгеника, почему-то так и говорят. Слава, Свет, Евгеника, Евгений. Так. От этого идет в сектор интерферентов и в сектор магии, и вниз вот так как подключки, а вот так вот вниз этот портал, открытый портал. Мгм. Так. И куда этот портал вниз уходит? К какой точке? Считай информацию. Там оно прошло, а потом вот так какая-то плоскость черная, как лист черный. Угу. Так, что это за плоскость? Считай. Она вот так как буква Т выглядит, перевернутая. Угу. Оно считывается как антиматерия. Угу. Как слышу буквально зарождение смерти. Так. Ясно. Сейчас, Вика, отсоединись от этой ситуации, вернись к этому человеку, который лежит. Да. Славик или Слава. Спроси его, почему он здесь лежит. Он говорит, меня предали. Так. Кто его предал? Пусть он покажет. Он вот так берет в сектор магии. Кого-то взял как за шкирку. Угу. Переставил его в сектор интерферентов. Такая какая-то фигура Меньшиков. Меньшиков? Вот такой, ну такой парик у него такой странный, высокий. И он весь такой, как программа выглядит. Белый весь, как лед. Угу. И этот Меньшиков, получается, вот такая получилась конструкция. Когда он его переставил в сектор интерферентов, то закрутился вот такой круг, как воронка. Угу. Как, и я показываю на свою ногу, что я показываю, что
я связана как со всем эфиром, Мгм. и у меня вот на левой ноге, как этот аппарат Елизарова, то же самое. Вот такое как бы нога внутри этого всего. Интересно, какое я имею отношение, где я. Да, давай посмотрим, какое ты имеешь отношение к этому Меньшикову, к этому э, Савелию. Как ты с ними связана, с читай информацией? Я вижу, что этот человек там в этом памятнике Минин и Пожарский, Угу. вот. Ну, я это сразу видела, но я хотела рассмотреть все хорошо. Угу. Я вижу, что это я там сижу возле этого человека. А я слышу Виктория. Так. И я видела, когда я работала с собой, я видела эту маску. И я сейчас увидела маску этой Виктории, королевы, с таким лицом одутловатым. Угу. Это не я. И я слышу, она взяла мою славу. Так. Она взяла славу детей Божьих, детей света. И я вижу, как вот я там сижу, знаешь, как женщины плачут над, если кто-то умрет там на поле боя, Да, например. да. Вот я так вот сижу, а, вот возле этого Сава я слышу. Угу. А оно считывается как вот слава и победа. Вот Виктория и вот этот Савелий. Угу. То есть похоронила славу и умерла победа. А вот я вот так протягиваю руку к почему-то к первотворцу. Так. Как бы прошу помощи, да, Угу. и не то, что помощи, а вот какая-то странная такая, вот вся черная энергия от этих интерферентов. Угу. И от меня тянется в сектор магии, как будто бы моя душа находится в магическом ритуале. И так вот так, сейчас я посмотрю. Да, я вижу, они что-то делают. Так. Считай информацию, какой ритуал проводится, что они делают. Я вижу тот момент, когда мне отрубили голову. Угу. Так. И там, где вот эта голова отрублена, шея, так как в срезе, и получилась внутри такая черная энергия, а по бокам такая магическая. А голова как будто бы вот так на шее чуть-чуть держится. Угу. И я вот вижу, что это связано с моим пальцем, который 20 лет, 22 года. Меня трамвайчик отрезал. И потом мне пришили его. Угу. Врач хотел отрезать совсем, а он так на коже держался чуть-чуть. А я Угу. говорю, вы что, с ума сошли? Мне 22 года, как я буду жить без пальца? Угу. И что интересно, у моей родственной души тоже пальца нет на левой руке этого. Ему отрезали. Ему старший брат придавил в дверях, Так. когда он был маленький. Вот, короче, они делают ритуал, они накрывают черный, там такой пол масонский, Угу. шахматный, и они вот этот труп, они что-то делают с ним. Они берут вот так, накрывают такой, как черной простыней энергетической, Так. и частица моей души остается в секторе вот там интерферентов. Угу. И я вижу, что там появляется такой, слышу буквально, как яйцо Фаберже. И вижу такое яйцо зеленого цвета, как будто бы такая лазурь.
и какие-то такие штучки, как похожи как меридианы и параллели на планете Земля. Так. И это яйцо вот в такой штучке. И оно так инкрустировано золотом, каким-то зеленым и красным этим. По-моему, зеленый цвет. Ну, может, это в эфирном плане, я не знаю. И Мгм. красными такие бриллиантики там. Так. А внутри я там, частица моей души. Я слышу решение. Так, там находится решение твое какое-то. Да. Так, считай информацию, какое там находится твое решение в этом яйце. Так, я слышу погубить. Так. Я сейчас увидела себя, как мое высшее я стоит как с книжкой. Мгм. И вот это оно связано с программой вот где-то принятия решений, где жертва, но только так и тянется в сектор миссии. Это решение слышу погубить. Так. Я слышу погубить себя, Мгм. чтобы погубить антимир, антиматрицу. И вот эту черную штуку, антиматерию. Так. Тогда сейчас, Вика, зайди в тот момент, когда ты приняла такое решение погубить себя. Ну, я вижу, что я иду на воплощение. Я Мгм. захожу в этот шар такой большой. Так. И сразу пух, упала, как в пропасть. Мгм. И сразу вижу, так за шею меня таким багром словили. Мгм. И потащили. Так. Тогда сейчас вопрос. Сущность такая огромная. Мгм. Ты сейчас хочешь это свое решение погубить себя отменить и выполнить свою миссию и погубить антимир? Да. Мгм. Хорошо. Тогда своим теперешним сознанием зайди в тот момент, когда ты приняла такое решение погубить себя перед тем, как ты идешь на воплощение, и измени это решение. Я вижу, что все время вот у меня, теперь мне понятно, что у меня такая это самая. Я как будто бы вылезаю, выскакиваю с этого пространства, показываю и кричу, просто ору так, показываю пальцем назад. Они врут, они врут, они врут. Мгм. И они меня вот так вот хватят. То есть я с того пространства передавала информацию. Так. И я сейчас увидела тот момент, когда вот в моей жизни очень часто такое бывало, у меня такое какое-то вдруг озарение находила, хотя я этого ничего не знала. Когда я говорила с Первотворцом и рассказывала, что у нас происходит на Земле, я как будто бы своим, вот сейчас прямо вижу, как тучи раздвигала и такой луч посылала к Первотворцу. Мне постоянно казалось, что нас не слышат, не видят и не понимают, что происходит здесь, Мгм. что как-то все было закрыто. И я вот так вот делала. Так. Вот. Так, я хочу Мгм. посмотреть, с кем я подписала тот контракт, на что я согласилась. Да. Найди сейчас этот контракт, пусть он проявится на нашем рабочем столе, и считай условия этого контракта. На что ты согласилась? Вау.
Я вижу, что м, меня буквально распяли. Они сделали из меня как летучую мышь. Растянули, как эти, знаешь, мышки есть или белки летучие, Угу. у которых кожа так Да, растянута. да, да. Вот это меня так вот это сделали, когда я пришла на воплощение. А под ногами, ну это получается не под ногами, а вот так между ног, вот там внизу с нижнего портала костер, огонь такой, вот это, и он идет вот с этого, как с преисподней, Угу. типа поджаривает меня постоянно. Так. И я вижу, что они прицепили вот из сектора магии на сердечную чакру такой черный этот. Кольцо, Я диск. слышу, как диск, считывается как амулет. Угу. Так. А что это за амулет? Считай, как он на тебя влияет. Там этот амулет, который я его видела уже несколько раз, как будто внутри ну, такая выгравированная морда этого существа, божества, этого клана, какого-то этого, эм, оно так как-то булькает, это божество, пожирающее миры. Это у индейцев в Южной Америке он почитается. Угу. Перу, по-моему. Так. Он какой-то не Куклус-клан, а ну вот так как-то бегает. Кетцаткоатль как-то, я сам не могу это Да, 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 выговорить. оно вот так вот там Угу. булькает, а я слышу из сектора магии, Да. оно как бы не дешифруется. Угу. Оно все черное, знаешь, как болото Угу. такое. Так. Вот, и от этого амулета, что в сердечной чакре, вот так идет, а, как, ну, как медальоны вешают, только оно не сомкнуто на моей шее. Угу. Вот так разворачивается, и один конец в сектор магии, а другой в сектор интерферентов. Я увидела, что это именно есть эта труба. Угу. И снова вижу себя а, как эту Уранию, которая сидит там. Ну, если Урания такая умная математичка была, то они у меня вот это все отобрали. Потому что у меня цифры в голове вообще не держатся. Угу. И сами ними пользуются, да? Да, Угу. то есть они это как бы украли вообще. Угу. Ясно. Так, сейчас, Вика, считай скрытый смысл этого контракта. Какой? Который ты подписал. Починить мир, слышу. Угу. И появляется вот это, вот на ноге этот имплант. У меня, я как бы представляю, я как Урания представляю, как будто всю, я слышу элегантную матрицу. И Так. почему так прозвучало элегантно? А почему элегантная? Что значит элегантная матрица? Считай информацию. Я слышу совершенная, галантная. Угу. То есть идет такая, знаешь, вежливая, добрая, спокойная и основанная на конах. Я слышу равноправие и уважение, галантность. То есть вот это, но не та, это какое-то имеет отношение. Но вот эти я вижу, имеет отношение какое-то именно к Голландии, что голландцы как бы это все перевернули
назвали вот эту, от них где-то мафия, там идет такая, слышу, мафия и магия от Голландии. Мгм. И они назвали эту страну, вот имя, вот эта галантность, она несет совсем другой смысл, чем вот эта галантность, которую они демонстрируют. Они демонстрируют не внутреннее содержание, а как Внешние какие-то я признаки, слышу да. манифест. То Да, есть манифест, вижу эти такие манеры, да, ритуальность, манерность, да. манифестация. Мгм. Ясно, ясно. Ладно, тогда хочешь ты сейчас этот контракт расторгнуть? Да. Я Хорошо. вижу, когда я родилась ребеночком, светящимся таким, Мгм. то у меня как бы все по отдельности вот. И подключка была прямо вот, они как будто бы ноги отсекли и подключились прямо к первой чакре. И получилась она первая. А где же ноги? Вопрос. М. Отрезали. А у меня как будто вообще нет ног. Я вот даже на Евгения, когда я с ним говорю, и мне казалось, что он сидит в инвалидном кресле, что у него ноги не работают. Мгм. А мы с ним как бы, ну, но я вижу, как было время какое-то, я как бы рассыпалась вот это эфире, я стала потом уранией, и от меня как бы, я не знаю, как это, короче, я была одна, а Мгм. потом нас стало много. Так. Мгм. А вот эти ноги отсекли у тебя по этому контракту после его подписания? Да. Так. А руки вот так как будто бы там где-то привязаны, растянуты и так висят безвольно вот так. Мгм. Так. А с какой целью отсекли ноги, считай информацию? Какое это имеет значение? Я слышу род, а это имеет значение отсечь от первотворца, от первоисточника. И слышу забыть, стереть генетическую память. Мгм. И я, ну и слышу забыть род. А сразу вижу, что род это вот вся эта фрактальная структура, вот, которая прямо приводит к первоисточнику. Мгм. Ясно. Хорошо, Вика. Тогда сейчас зайди в тот момент своим теперешним сознанием, когда ты подписал этот контракт, согласилась, и расторгни его. Ну, сейчас я вижу, что я выхожу с этого. Мгм. Я по очереди выкладываю все эти импланты. Хорошо. И я говорю, что я отказываюсь принимать а, все эти энергии, программы. Я вижу, что этот кулон снимаю, эту штуку с левой ноги. Мгм. И я вот так как бы прикладываю это все какое-то вот так руку, как к экрану, и говорю, что я отказываюсь от лжи этого мира. Мгм. Так. Отказывайся погубить себя, губить себя. Да, я вижу, как я все разворачивается, и я выскальзываю с этого аркана, которым меня словили, Мгм. какой-то штукой такой. Так. Выхожу вверх, появляются крылья, Мгм. и я от первоисточника вытаскиваю такой огромный шар, всю карму. Я вижу, что эта карма заходит как в этот трубопровод, Так. в это, вот где вот так открыто было. Мгм.
Да, между магией и интерферентами. всю карму отдавай виновникам. Я вижу, как эта вся карма вот так вот затянула этот трубопровод, скажем так, потому что оно огромное, и вот так потянулось вниз, и там как бухнет, как взрыв. Мгм. Я достаю все частицы души моей, и я вижу, что там от этого взрыва а, полетели вверх такие светлые души. Мгм. И я передаю информацию об алгоритме, как освобождаться. И я возвращаю себе все частицы моей души, которые я потеряла. Я вижу, как вылечивается моя энергосфера Хорошо. и прорастают ноги. Я отсекаю все подключки, импланты, чипы, программы, гибридизацию, что только возможно на мельчайших уровнях. Все мельчайшие частицы, очищаю все мое эфирное и Мгм. физическое ДНК от присутствия чужеродных, низковибрационных, мертвых энергий, наполняюсь энергиями жизни, Мгм. Светом. гармонии. И поднимайся вверх. Я поднялась вверх, и сейчас я поднялась в память, как бы памятник этому Минину и Пожарскому. Так. И я вижу, что э, где этот Минин, по-моему, который стоит, а Пожарский, по-моему, где, ну вот, он тоже там сидит как-то вот так, но на самом деле там две души привязаны. Мгм. Моя и вот этого человека, то ли он Савл, то ли Савелий. Так. А мне приходит даже, что Так, Вика, считай информацию. Вот этот человек, он в нашем воплощении воплощен сейчас? да, это Так, Евгений наш. Евгений. Мгм. Так, хорошо. Освобождайтесь из этого памятника. А этот человек, я слышу его имя, Савл. Мгм. Так. Это его имя было, когда, ну, во время Петра считай Да, информацию. Мгм. Так его звали, да? да, Наконец-то всплыло. Савл, Савелий, Слава, вот это Евгений, это и есть Женя, это и есть как отец Евгеника, то есть это патер. Мгм. Его даже имя такое. Так. Они же все перекрутили и перемололи. Мгм. И если я не ошибаюсь, сейчас мне идут картины, что именно с него написали вот эти послания апостола Павла, Савла. И эту всю прям так и хотела сказать неприличное слово. Короче, всю эту ложь М. навешали на него. И основная ложь, что он принял жертву Иисуса Христа, то есть что он принял вот эту программу принести себя в жертву, Мгм. что никакого другого такого проповедника там на самом деле не было. Мгм. Потому что я сейчас вижу, что вот он это там в тюрьме с этой байдой на голове, С маской. с маской, а я вижу, что как-то тянется в Англию, как будто бы это где-то в Европе, по-моему, даже не в Англии, где-то, но руководство идет от Англии. Мгм. И пишет в секторе магии такой писатель типа, монах какой-то. Я слышу, пишет историю. Мгм. Вот они там выписывают всякую. Ну, прям таки звучит хрень. Мгм. Ну, это скажу. Так, ясно. Тогда сейчас, Вика, передай информацию Евгению. Пусть он освобождает свою душу из этого памятника.
Пусть он отказывается от этой Да. программы принесения себя в жертву. Я вижу, что он снимает эту кастрюлю из головы, эту маску, Мгм. и отдает, ну, я слышу этому колдуну, но пока Мгм. еще никого не вижу. Так, тогда давай приказывай этому колдуну проявиться на нашем рабочем столе. Я вижу, что они делают один ритуал. Они делают ритуал то же самое. То есть, вероятно, они нас убили вместе, Мгм. заменили другими людьми. Да, я слышу другая Виктория. То есть они взяли с нас наше эфирное ДНК, всю славу забрали, а навешали вот это какое-то, я слышу, гипнотическое согласие типа. Мгм. Вот. И они делают тоже такой ритуал, покрывают его таким покрывалом, а он весь побитый. Мгм. Вот этот труп, у него нет левой ноги, она вся черная, или есть нога, но она такая вся вообще, и на нем такие, как пятна кровавые. Он весь побитый. Мгм. Ясно. Тогда, Вика, передавай ему сейчас информацию, пусть он приказывает этому колдуну, этим колдунам забрать все воздействия, пусть этот ритуал они применяют к ним же. Они делают ритуал, и вот почему ногами вперед выносят Покойников? покойников. Так. Да, я вижу, что они делают ритуал, его вот так как-то в эфирном плане как будто бы поднимают, и ногами он как бы буквально как бы отпихивается от первоисточника, а головой вниз, то есть вверх ногами они поставили. М, Вот. так. Нужно будет с ним еще Да, поработать. да. Ну, в любом случае, передай ему информацию о том, И что я вижу, он происходит. встает. Мгм. Вот там он, я его как бы поднимаю, и он встает, а у него все равно ног как будто бы нет. Я говорю, чтобы он Мгм. отдавал все эти воздействия на него. Пусть приказывает этот ритуал им отменить и забрать все последствия. Не, пусть они не отменяют, пусть они карму получают. Я вижу, как от него Хорошо. идет свет и отдает им эту всю энергию. Мгм. И с его программой жертва, как будто бы какая-то морда черная в сектор магии упала. Так. Я слышу программа предательства. Мгм. Вот. Так. Хорошо. Пусть он последствия этого колдовства и всю карму за воздействие на него отдает всем виновникам. Ну, а сам поднимается вверх и забирает из этого памятника свою частичку души. Да, я вижу, как я забрала свою частицу души, Мгм. он забирает свою, а мы вот связаны с ним. Мгм. Между нами вот такая, как нить, постоянно такая толстая, Так. светящаяся. Я слышу, что мы одно целое. Мгм. Хорошо. Так. Поднимайтесь, Вика, вверх. Все эти воздействия, всю карму Да. отдавайте виновникам. Мгм. И я сейчас вижу, что нужно будет поработать с Марком. Мгм. Он, вероятно, еще одна моя частица. Так. И у него тоже очень сильно заблокирована а, сердечная чакра. Мгм. Хорошо, поработаем. Мгм. И я сейчас вижу много тех людей, которые приходили к нам на сеанс. Вот я поднялась в это пространство. Так, что это за пространство?
Я слышу пространство свободных душ. Я Рунаса вижу здесь. Мгм. Он как бы, он был учитель. На него тоже навешали много всего. Мгм. Так. Потом эту вижу, она считывается как Екатерина. Только я вот не знаю, какая Екатерина. Она тоже имеет отношение к... Лидия, которая, ну, к нам на сеанс приходила. Нет, это которая жена была у Петра. Ирина, я понял. Да. А она считывается как Екатерина, или ее навешали на нее Екатерину. Мгм. Я передаю всем информацию, чтобы мы сейчас проявили общую нашу волю, очистить все нашу, я слышу, родимую. Значит, мы рожали сами эту нашу проматерию, мы Мгм. создавали своими энергиями, своей волей, чтобы мы очистили и воссоединились своими душами, своими чистыми намерениями с первоисточником и Мгм. напитались этой энергией первоисточника и распространили свет. Ого, такое тепло разлилось везде. Так. И убрали из нашего личного пространства все светлые свободные души и передали информацию всем, кто еще не освободился, чтобы побыстрее оставляли все темные дела, Мгм. энергии, программы и возвращались домой. Потому что я вижу, что буквально как будто бы я стою у такого, как фрактала, и так рукой, а там такие как баранчики, как овцы. Мгм. И они проходят вот это с этого пространства в это, и сразу вылетают такие, как ангелы с крыльями. А там такая серая масса, все одинаковые, как бараны. Мгм. Ну, этот образ, эту программу навешали, овечек, Мгм. что нужно вот это, овца принести на заклание, в В жертву, жертву, да. Иисус там, агнец Божий, вот принял, такой молодец, принял там эту программу жертвы, а это все великая ложь. Мгм. Так, а мы тогда можем все вместе сейчас вот эту антиматерию, где зарождение смерти, уничтожить? Конечно, это наша воля, это наша Мгм. материя, и мы, я вижу, как меняется это, где меня там эту, как шкурку какого-то убитого медведика, знаешь, Растянули. растянули, что я взлетаю с этого, Мгм. и этот огонь, вот энергия идет на этот огонь, который горел постоянно подо мной. Мгм. Тогда проявляем нашу волю уничтожить эту антиматерию, где зародилась эта смерть. Да, я вижу, как я эту вот трубу шук, сложила, все, вот эти импланты, все выбрасываю, очищаю все свое пространство. Вот, и вижу себя, как я соединилась, то есть забрала свои частицы Мгм. и воссоединилась, как уже с Уранией, там, которая в секторе миссии, Мгм. с моим высшим я. Вот, и я Отлично. еще специально хочу а, очистить цифры и математические способности, и Мгм. способности изучать иностранные, понимать иностранные языки, то, что было изначально. Мгм. Да. Ну вот, Вика, то, что они у тебя забрали и пользовались это все время твоим потенциалом, этими цифрами, приказывай им вернуть тебе все обратно. Только свой потенциал и все свои способности возвращай. Я вижу, появляется это лицо этой королевы. Вот такая Виктория, такая лицо такое Ага. надутое. И она от сектора интерферента. И я вижу, как это лицо уменьшается, эта королева. А они вот это все сделали ритуал, чтобы победила вот эта антиматрица, антимир.
Мгм. И я запрещаю ей пользоваться победой первоисточника света над тьмой, чтобы я забираю у нее, я слышу ее имя, то есть мое имя Мгм. от нее забираю. И Так. я передала его к первоисточнику, и вот так там очистила. И такая светлая энергия получилась, а темная отпала, и как карма полетела обратно. Мгм. Отлично. Я слышу, корона пала. Так. Английская, Ну, это темная, там, темная. которая в секторе интерферентов. Она там глубоко, далеко. Ага. Так. Отлично. Хорошо, Вика, наполняйся светом, поднимайся вверх, очищай все свое личное пространство и наши общие от всех их последствий этих воздействий. Да. Мгм. Так, сейчас отсоединись от этой ситуации, посмотри на свое Да. эфирное тело, опиши, как ты выглядишь, есть ли еще какие-то воздействия. Хочу еще посмотреть, почему на физике чувствую как какой-то дискомфорт вот здесь, как будто бы боль вот в этой части. В руке, да? Мгм. Вижу. Так, есть какая-то причина в эфирном плане? Да, я вижу из сектора интерферентов, кто-то как бы пытается вот так схватить меня. Мгм. Я Так, слышу помешать приказывай. восстановлению истины. Вот, Вика приказывает тому, кто пытается тебя схватить, проявиться на нашем рабочем столе. А, ну вот этот инсектоид Серафим, вот этот. Мгм. Так, считай информацию. Сейчас есть у И, него... и заболела вот этот палец Ага, его, который отрезанный. так. Какие-то зацепки есть в твоем личном пространстве, по которым он тебя схватить может? Ну, давай посмотрим, за что он меня Зацепился? уже был схватил. М, Палец же, что просто так не отрезают. На Так. это есть причина, и я вижу, что это связано с магией, с программой жертвы. Я тоже слышу с соглашением. И слышу соглашением прийти в этот мир. Я разрываю это соглашение и буквально как будто бы плюнула вот так. Мгм, И я говорю, я знаю, кто ты. мгм, Я беру и свой палец вот так выращиваю. Я отменяю этот момент. Я вижу, как я въехала в троллейбусе, и рукой вот так, когда вот троллейбус так остановился резко, то мой палец попал в какую-то трубу, двери открылись, мгм, и заехал мой палец, там отрезался. Я вижу, как я раз и схватилась вверх. Людей очень много было, я не знала, за что мгм. схватиться. Так, Я схватилась за трубу, за эту ручку вверху. хорошо. Мгм. И Отлично. я отдаю все ему Все эти воздействия, все зацепки. последствия, да. Я отказываюсь взаимодействовать на любых уровнях сознания, подсознания. И я вижу, как я ногой толкнула вот так вот это все. Как будто бы целый мир толкнула его, этот антимир ногой Мгм. вниз. Ну, отправляй этот весь антимир в портал на уничтожение, и портал закрывай, поднимайся вверх. Да, закрываю все порталы от моего личного пространства и в общем пространстве. Мгм. Отсекаю все чужеродные энергии, программы, подключки к нашему священному миру и очищаю всю нашу материю священную от чужеродных воздействий. Мгм. Да. И поднимайся. Свечусь как солнце, все хорошо. Мгм. Поблагодарила нас и пошла Так. туда вверх. Хорошо, Вика. Хорошо. Так, сейчас отсоединись от этой ситуации, Да. отсоединись от своего эфирного тела Мгм. и найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Тарас. Один, два, три.
Видишь А меня? это что? Вижу Рассказывай. какая-то программа, как будто бы ты такой замороженный, как лед. Мгм. И вот так вот как-то, где ноги, там, скажем так, центр воронки, и вот так против часовой стрелки вот так поворачиваешься. Это как бы у тебя под ногами. Ну, так, не прям под ногами, а спереди, так, Мгм. как бы между мною и тобой. И ты показываешь, какая-то черная штуковина у тебя в горле. Да. Оно тянется к сектору магии, такая черная подключка. Мгм. Сейчас И я... какая-то программа вот здесь в программе принятия, ну, в секторе принятия решений. Мгм. Ясно. Сейчас, Вика, считай мое эфирное ДНК, я ли это? Да, Спроси у меня разрешение на работу со мной для меня. да, даешь. Мгм. Так, и считай информацию, что это за такой вихрь. Я вижу, что появляется у тебя какой-то, ну, не какой-то, а вот этот царский камзол. Так. А на голове у тебя не как русский царь носил что-то там на голове, а как будто я вижу шапка такая с какими-то дурацкими перьями, а идет такая картина, как английские вот эти, как они называются, типа военные, охрана, которая ходит там возле какой-то, вот вижу какой-то, как дверь, портальчик какой-то. Мгм. Вот как будто бы, ну как делают статуи в таких порталах. Ну, будочка такая небольшая, да? Такая будочка, да. Мгм. И я вижу, что как будто бы этот камзол и эта шпага, и одновременно вот этот камзол считывается как царский мундир, Мгм. и одновременно как будто это программа этого сторожа. Прям слышу сторож. И с этой шапкой. А от этой шапки вот так идет как уздечка Мгм. в зубы. И там вот где-то как будто бы как лошадь держит, знаешь? Ага. Внутрь, так, программа такая. А потом там внутри до горла такой столбик. Как бы вот так соединяет. Вот так идет. Мгм. Здесь вверху шапка, вот так. И такой столбик. Тоже как буква Т, вот эта, которая была там Да. перевернута. Вот это как символ Теслы, только наоборот. Ну, похожий. Мгм. Так. Ясно. Тогда сейчас, Вика, давай посмотрим, когда эта шапка с этой всей конструкцией у меня в пространстве впервые появилась. В любом из воплощений. Я вижу, какие-то похороны идут. Мгм. А, Кого-то несут похороненного. Так. Из сектора интерферентов эта процессия так тянется, и тот человек, которого они несут, у него на голове как он как будто бы крылья имеет, как будто это какое-то а, тело, я слышу тело. Мгм. Так. Считай информацию, где я в этой ситуации. Ну, Есть я? очень странно. Так. Вижу тебя в квартире, спишь. Так.
встаешь, подтягиваешься, подходишь к окну, Мгм. снова ложишься спать. Окно какое-то странное, гипнотическое. Так. За окном энергия такая. И от этого окна, вот за окном, такая как пластина, как гипноз. Постоянно идет 2018 год. Так. Вижу в секторе магии делается ритуал. И с портретом. Только не с твоим, а с портретом Николая II. Так. И у них есть какой-то шарик. И они делают ритуал над этим мертвым телом. И в этом шарике как бы портрет Николая II. Так. Они делают там как такой пол, этот шахматку. Мгм. И они все одеты, как будто в это одеяние странное. Мгм. Как эти, а, сторожи, стражи, я слышу. Так. Вика, а считай информацию, чье мертвое тело, над чьим телом они делают этот ритуал? Он считывается король мафии. Это как голова, как будто бы там вообще человеческого ничего нет. Кусочек тела, вот это как несут, они вытаскивают из-под земли вот этого духа, этого, как его, инсектоида. Мгм. И вот эти крылья, они как будто бы вытаскивают его. А, с помощью этого ритуала как бы оживляют, то есть дают этой программе силу. Так. Ясно. Считай информацию, Вика, какая цель этого всего ритуала? Я слышу похоронить мужество, Так. не сопротивляться. Мгм. Этот ритуал направлен на меня или не только на меня? Считай информацию. Похоронить мужество, не сопротивляться. Я слышу на царскую власть. Мгм. Это как работа символов, что ли. Да. Программу такую делает. Мгм. Так, ясно. Хорошо. Тогда сейчас я теперешним своим сознанием захожу в этот момент, когда они делают этот ритуал, и я им приказываю убрать их все воздействие на меня, убрать эту программу, которую они делают. Все последствия пусть забирают. И призываю карму на них. Я вижу, как ты снимаешь эту шапку Угу. с этой уздечкой. И вот эта программа вот здесь, где принятие решений, Так. считывается как отключиться от мужества. Отдавай им. Они же трусы, это как раз ихние. Пусть себе забирают. Приказываю убрать эту программу. Я Пусть... вижу, когда ты это сделал, то как будто бы открылась крышка гроба огромного. И такие огромные души светлые выходят, бесплотные, похороненные души. Угу. Я слышу царская власть. Так. Это души правителей. Да, Угу. Хорошо. Передаем им информацию, пусть они поднимаются к первоисточнику, вверх,
а всю карму за то, что с ними сделал этот антимир, и все виновники, пусть они отдают. Пусть всю карму забирают виновники. Да. И давай передадим информацию во все склепы, во все саркофаги. Мгм. На всей нашей земле давайте передаем информацию. Пусть все души, которые там привязаны, выходят оттуда и всю карму отдают антимиру и виновникам, кто их привязал. Ну, я слышу воскресение. То есть воскрешаются вот эти души. Они были мертвые, а сейчас оживают. Мгм. Хорошо. Просим также первоисточник помочь этим душам подняться к нему, очиститься, а всю карму пусть получит антимир. Мгм. Я услышала дух свободы очищен. Мгм. И ты вот так вот взял эту Выплюнул. черную штуку, отдал. Забирай все свои частицы души, призывай со всех тех решений, когда ты соглашался сознательно, бессознательно на любое вмешательство в твое пространство, и призывай карму. Все Мгм. смело этих колдунов. Хорошо. Отправляю всех их в портал со всеми их энергиями, чищу свое личное пространство, наше общее пространство, нашей Земли, Вселенной от всех этих энергий. Смерти отправляю все в портал, сам поднимаюсь вверх. Да. Посмотри на мое эфирное тело, опиши, как сейчас я выгляжу. Есть ли еще какие-то Я вижу, воздействия? что ты как раз снимаешь этот камзол Угу. и эту шапку с этим всем и отдаешь в портал. Отдавай, сжигай, уничтожай на полную аннигиляцию все эти энергии, программы, все ограничения. Наполняйся светом. Угу. Всю эту конструкцию я из своего пространства убираю и отправляю в портал на уничтожение. Чищу свое личное пространство, наше общее, от всех последствий этого воздействия. Мгм. Портал закрываю, поднимаюсь вверх. Да, все хорошо. Так, как сейчас выглядит мое эфирное тело? Считай информацию. Ну, все, ничего этого нет. Угу. Вот, свободный. Угу. Ну, Все отлично. хорошо. Отлично. Да. Так, тогда отсоединись от моего эфирного тела, Мгм. отсоединись от всех и от всего, Мгм. проверяй пространство вокруг себя, все ли чисто, все ли порталы закрыты. Да, все чисто. Мгм. Тогда будем выходить. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. 1, 2, 3.